Это получился один из самых глубоких выпусков подкаста, куда я позвал Ерулана Кусаинова, который поделился своими секретами счастливой семьи. Обязательно нужно уделять внимание каждому ребенку индивидуально. Мы обсудили, как правильно относиться к поступкам своих детей. Она спускается, и она в слезах вся, она ударила машину. Отвечали на очень сложные вопросы. Задайте себе вопрос, зачем вам дети и зачем вы детям? А за самые интересные истории в комментариях 3 из вас могут получить денежные призы и подборку книг для родителей. Поэтому обязательно досмотри этот выпуск до конца, нажми на кнопку подписаться и поставь лайк. Для нас это лучшее подтверждение, что мы делаем классный и качественный контент. Приятного просмотра. Это второй сезон подкаста Vision, куда я зову людей, кто глубоко разбирается в психологии, в мышлении. Именно этому я посвятил второй сезон. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, потому что здесь очень много пользы. Сегодня я позвал очень глубокого человека, и мы за полчаса до съемки начали разговаривать, и я уже понимаю, что вас ждет очень жирный контент. Это Ерулан. Я думаю, что многие его видели из подкаста «Осколки». Ерулан, просто давайте познакомьтесь с моей аудиторией немножко. Да, всем привет. Спасибо большое, Арман, что пригласил на этот подкаст. И мне очень импонирует то, что ты делаешь с командой, потому что все, что касается предоставления знаний, образования, я только 2 руками за. Супер. Поэтому я надеюсь, что у нас сегодня с тобой будет такая беседа двусторонняя, когда мы сможем вдвоем какие-то интересные вещи проговорить, и зрителям будет интересно, и они что-то полезное себе найдут. А может быть, наоборот, они будут не согласны с этим, и обоснованно будут не согласны, и потом и поделятся в комментариях. Супер. Почему не согласны? Да, Ерулан, немножко давайте фактуры о вас, чтобы люди понимали, кто перед ним сидит. Мы сегодня обсуждаем тему родительства, отцовства вернее, и вы тот человек, кто в детском образовании, да, по сути, у вас целая там как образовательная сеть, да, как я понял, Монтессори. Образовательный центр, фонд Монтессори у нас с супругой. В основном это занимается супруга, я ей помогаю. Я знаете, наверное, начну с таких своих базовых, простых вопросов отцовских. Хочу разобраться в них. Вот вы еще одновременно предприниматель, да, у вас множество там проектов, и у меня есть такая боль, да, вот нехватка времени, и вот даже мы сейчас записываем с вами подкаст, сейчас 8 часов вечера, и я думаю, чувство вины, знаете, такое, типа, надо вот потом завтра пойти в кино, там вот как-то вот с детьми, чтобы... Как вот современному предпринимателю, активному человеку, отцу находить вот это время или это отмазки? Это вообще, какой-то вот такой вот огромный вопрос. Это, ты знаешь, ты задаешь очень важный вопрос, на самом деле, который мне часто задают ребята, там в силу своей активности, в том числе спорта. Много ко мне ребят подходят и говорят: Ерулан, вот слушай, у тебя там много детей, ты много знаешь, вот что делать, как уделять время своим детям. Ты знаешь, откровенно скажу, как таковой формулы нету. И вот этот баланс, про который говорят, как найти этот баланс между твоей активностью и в бизнесе, да, и даже внешней активностью и внутри семьи, я до сих пор его ищу. Но я стремлюсь к тому, что я начинаю понимать, что семья – это важнее, чем все остальное. Давай вот мы с тобой вспомним, что мы этот подкаст должны были снимать около 10 дней назад, если не ошибаюсь, да? Неделю назад. И ты знаешь, я случайно, просто в день подкаста, я зашел на твой Инстаграм и увидел, что младший сын, он очень сильно заболел и попал в больницу вместе с Кариной. Да. Тогда я позвонил, связался с твоим продюсером и сказал, что лучше сегодня ничего не делать, 100%. потому что Арман, он должен быть семьей. И неважно, то есть все ли хорошо или не все хорошо, но важно быть в это время с семьей. И вот про тот баланс, который я говорю, вот стремиться нужно к этому, что все, что касается близких твоих,
родителей, братьев, сестер, жены, детей является самым важным, что есть. И бизнес, он должен быть на стороне. Но есть другой момент, который очень важен, Арман. И я говорю всем, пока у тебя есть энергия, и пока тебе интересно этим всем заниматься и зарабатывать деньги, нужно просто пушить это все и не останавливаться. Все выходные стараться, если есть возможность, отдавать не развлечениям каким-то праздным, да, а вот заниматься бизнесом и в то же время стараться уделять время своей семье, жене и детям. Очень важно, да. И если бы эту формулу, даже не формулу, если бы эти знания были бы у меня раньше, то я бы гораздо эффективнее, да, проводил бы время со своими детьми и женой. Вот я просто столько времени ушатал. Я очень много работал, но все свое свободное время я вот отдавал не семье. По большому счету, семья была для меня как нагрузка. И только через, 10 лет, через 15 лет ко мне через 10 лет начало приходить осознание. После чего? Как родилась мой третий ребенок, вторая дочь. У меня вот сын 22 года, дочка 20, еще одной дочери 11, и последней дочери 8 лет, ей будет скоро 9. Когда я был на родах, на партнерских, и подготовка к ним, и сами роды, они на меня повлияли. И во мне вот щелкнуло, вот ты знаешь, вот это родительское чувство, и понимание того, что теперь я являюсь отцом. Да, у меня то же самое произошло вот как раз-таки с третьим тоже ребенком. Я тоже присутствовал на именно партнерских родах, и там действительно что-то меняется. Это, по-моему, вообще ключевое какое-то действие с точки зрения осознания. Потому что до этого как бы я приходил на готовое уже, так сказать, на выписку, и это вообще, отдельная история. Да, и это очень важно. Я вот в своих проектах, ты знаешь, Арман, многие даже там, знаешь, уже комментарии пишут, да сколько можно об этом говорить про партнерские роды, сколько там он одно и то же транслирует, говорит, а я неустанно повторяю, что если есть возможность, и если есть желание, хотя бы немножко, то нужно обязательно пойти на партнерские роды. Это важно для тебя, чтобы ты понимал, через что проходит твоя жена, как рождается твой ребенок. И я считаю, что еще все-таки биохимическая реакция срабатывает, и вот этот выброс окситоцина, он в этот момент происходит. Это чисто биохимическая реакция, если научно подойти там. Чисто теоретически я согласен. То, что вы говорите, действительно, правда, так и надо делать. Но практически, что можно такого внедрить? Может, какой-то есть лайфхак? Может быть, там, я не знаю, поставить уведомление себе в телефон, чтобы там каждые 8 часов вечера час уделять, играя с детьми время. То есть какие есть такие вещи, чтобы я это мог стабильно, системно делать? Вот ты очень точно подмечаешь, что какие-то лайфхаки, они могут быть, да, и их создать. Нужно создать традиции. Традиции семьи. Вообще семья строится, каждая семья индивидуальна. Угу. И она основывается на традициях, именно на семейных традициях. И ты, как отец, ты можешь брать те традиции, которые были в твоей семье, добавлять новые свои традиции и правила. Проводить время с ребенком, например, готовить каждую субботу. Например, сейчас у меня появилось новое правило, традиция. Каждая суббота минимум, если я в городе, я готовлю на всю семью. Mm-hmm. Готовлю, я взял грильницу большую, и у меня все заказывают. Там мама к нам в гости приезжает, там девчонки младшие одно заказывают, старшая дочь сейчас на каникулах другое заказывает, жена там четвертое заказывает. И я реально 3-4 часа прям провожу, у плиты, как называется. Офигенно. И мне очень нравится это. Мне реально это очень нравится, потому что я получаю удовольствие от того, что от самого процесса, во-первых, а во-вторых, от того, что
моя семья, она видит мое участие, да, в этом процессе, и я с ними в этот момент, я очень близок. Конечно, Я очень конечно. близок. И можно создавать вот такие разные правила. Круто. Правила, например, в твоем случае, например, сейчас у Карины, так, младшему сколько? Младшему сейчас вот 6 месяцев. 6 месяцев. А твоему старшему 7 лет Да. и среднему 5 лет, если Да, я не да, да, ошибаюсь, да, я да, смотрел. Вот можно сделать правило. Так, раз в месяц мы вместе ходим в магазины. Мгм. Вместе, вот втроем ходим в магазины. Никого больше нету, только мы, только ты и двое сыновей. Но для того, чтобы в магазины пойти, это чтобы купить одежду, я имею в виду. Сначала вы вместе садитесь и пишите список, что нужно им. И они этот список должны составить. А потом ты идешь туда, в этот магазин, и они выбирают. И ты помогаешь им только, когда они просят. Но выбирают они. И берешь ровно то, что вот написано. Вот можно вопрос? Да. Это вот тоже относится к традиции, правилам, или это вот отдельный такой И лайфхак? это традиция правила. Но это и есть лайфхак. Каждая традиция является лайфхаком на самом деле. А вот эта штука, которую только что озвучили, именно с покупкой вещей, там прям много, кажется, пользы, я чувствую. Там огромное И количество это пользы. прям та практика, которая прям как-то... Вы сами придумали только что? Или это просто имеется в виду Я ее не какой-то- придумал, это мы так делаем. Окей. Мы это так делаем. Ее внедрила в свое время супруга, М, моя жена. И мы там с удовольствием я это делаю. А девчонкам моим младшим им нравится. Вообще, раньше было так. Из-за того, что я очень часто ездил в командировки зарубежные раньше, старшим детям я привозил всегда одежду из-за границы. Поэтому было даже время, что моя супруга не знала, какой размер одежды, какой размер обуви у старших детей. Потому что я уже привозил сам, мы еще жили тогда не в Алмате, мы в 2006 году только переехали в Алмату. И жили в регионе, там, сначала в Жезказгане, потом в Астане, но там не было магазинов, там в Астане тогда там строилось. Вот, а с младшими детьми это вообще мы ввели в правила. А младшие девчонки, им вообще нравится со мной ездить. Они, не знаю, они кайфуют прям, когда отец с ними куда-то ездит, и они там, пап, поехали там. Но у них еще есть такое, знаешь, хитрость такая есть, потому что кроме списка иногда я могу позволить еще что-то докупить, например. Там же, если вдруг что-то понравилось, и они смогли мне обосновать, почему это им нужно. Круто. И это классное правило. Во-первых, ты помогаешь в первую очередь своей супруге, жене. А во-вторых, ты все время общаешься с своими детьми. Можно мы сейчас зафиксируем этот Конечно, момент? да. У меня просто такая практическая, история. Вот вы пишете сейчас какое-то правило или какую-то традицию, которую вы теперь на регулярной основе будете делать со своими детьми. Например, у меня есть такая традиция, не скажу, что я это делаю часто, но раз в 1,5-2 месяца мы садимся вместе, смотрим вечером фильм. И дети организовывают там на диване подушки, мы собираем всякие вкусности. И это действительно то, что запоминается. И я прям вот беру для себя на заметку, и я подумаю. Это супер. И ты знаешь, много таких может быть правил. Вплоть до поездок даже. Поездки совместно с детьми. Вот в свое время по просьбе моей жены, я сам до этого не додумался, но моя супруга попросила забирать детей с собой один на один забирать куда-то в отпуск. Не в отпуск, а вот, пример, весенние каникулы, и я там старшему говорю, слушай, есть 4 дня каникул, или там праздников, весенних, например, каких-то, да, у тебя каникулы. Да. На 4 дня можем поехать куда-то, выбирай. Я там даю список городов, куда мы можем поехать быстро, чтобы с точки зрения логистики, где было интересно. Он выбирает, куда поехать, но важный момент. Всю логистику выстраивает он с момента прилета. То есть он продумывает, как вы поедете? Вплоть до того, на какое метро мы сядем, чтобы доехать до отеля этого, доехать. Вплоть до этого. И что мы будем делать, например, в первый день, что мы будем делать во второй день, что мы будем делать в третий день. Это делает ребенок. А ты следуешь этому правилу. Во-первых, у него появляется огромный интерес. Просто огромный интерес, мотивация вообще что-то делать там. Во-вторых, ты уже его готовишь к определенной взрослой жизни. Потому что ты уже даже в аэропорту начинаешь ему говорить, давай гейт какой там, давай ищи этот гейт.
И ты уже, он в 10 лет там бегает, этот ищет гей, например. Ну, чтобы потом он не потерялся, когда вырастет. Слушайте, ну это вообще круто. Я извиняюсь, что перебил. Да-да. Просто можно уточняющий вопрос? Конечно. Вот насчет того, что выехать один на один с одним из детей. Это про то, что нужно регулярно уделять внимание каждому ребенку точечно, один на один в целом, стабильно. Обязательно нужно уделять внимание каждому ребенку индивидуально. Потому что если ты берешь детей вместе, вот сейчас представляешь, у тебя 3 детей, ты 3 забрал, а у 3 в силу разного возраста, разного темперамента, разных интересов, у них, ну, и свои интересы имеется в виду. Ты представляешь? Это 100% И, так. и ты не сможешь подстроиться, и они вынуждены, кто-то терпеть начинает. Да. Там и какой-то компромисс находить. Да. Но это не работает, эта история. Она вообще не работает, история. И поэтому, если есть возможность такая, я говорю, даже в пределах Казахстана, взял ребенка, поехал. Один на один поехал с ним. И огромная польза в первую очередь для отцов. Сейчас мы говорим про отцов. Да. Ты за эту поездку узнаешь больше, чем за год в месте, в котором ты находился вместе в этом городе. Потому что ты остаешься с ним один на один, но очень важно с ним общаться. Очень важно разговаривать, и разговаривать, самое главное, на темы, которые интересуют его, не тебя. А вот как это заставить себя, ну, вот погрузиться так в одного ребенка и еще и на темы, которые тебе не интересны, допустим? Ну, Вот это как- вообще, слушай, это, Арман, это, знаешь, это ключевой вопрос, который я вот на своем подкасте задаю почти всем гостям. Ключевой вопрос, который самый сложный, один из самых сложных в жизни. Зачем тебе дети? На него надо ответить. Зачем тебе дети? Это очень сложный вопрос. Потому что, ответив на него, потом нужно ответить, зачем ты детям? Зачем ты детям? Вот ты, как отец, Так. зачем? Можно я попробую? Даже Да. интересно, я тут в такой ступор пал. Да, вот, Да, это очень сильный вопрос. И вы на него тоже ответьте пока сейчас для себя. это каждому родителю надо Зачем ответить. вам дети? Зачем мне дети? Вот зачем тебе 3 сына? Давай вот так, вот я тебе вопрос задаю, Арман, и это, ну, это ключевое на самом деле во всем. Вот, наверное, это картинки из детства, которые меня папа заложил. Ага. Мы с ним рисовали большой дом, и у меня там много детей, и такой кипиш, он рисовал всегда, что там в ванной, там 3 параллельно купается, и он мне говорил, 4 сыночка и лапочка, дочка. Вот прям это было как вот программа, так сказать. Да. И я тогда от этого сильно радовался, я сейчас вспоминаю, что у меня будет много детей. И, наверное, из-за того, что я сам как бы один у родителей рос, Мгм. я думаю, что это некое детское намерение иметь братьев, сестер именно в таком количестве. Это тебе даст счастье. Да, это по сути, да, я хочу иметь большую семью, чтобы быть счастливым. Если у тебя есть четкое понимание, зачем тебе дети, тогда у тебя кристаллизуется, что ты будешь с ними делать, и у тебя появится энергия, чтобы ты занимался детьми. Потому что дети сами по себе тебя счастливыми не сделают, но ты их можешь сделать несчастными. Вот тут сейчас так много можно куда пойти. В любой, поэтому ты выбирай, куда пойдем. Да. Куда пойдем? Я пока хочу завершить Давай. этот вопрос. А теперь, для чего я детям это Да. как вот на этот вопрос? Это вот ответить? теперь про это, Да. что можно сделать детьми несчастными. Мы пока выяснили, что дети тебе нужны для того, что у тебя есть с детства заложенный образ Да. полноценности твоей, счастья, что ты будешь тем Арманом счастливым, когда у тебя будет 4 сыночка и лапочка-дочка. Да. А теперь вот эти 3 сына, которые у тебя есть, зачем им нужен Арман, отец? Ну, почему-то первая мысль пришла хороший пример. Такой мужской хороший пример. Может быть, да. Это классно на самом деле тоже. Значит, если это твоя мысль, что ты должен быть примером, значит, все твои действия должны быть направлены, чтобы действительно быть хорошим примером. Понимаешь? Мгм. И есть правило важное.
Мы все хотим гордиться своими детьми. Но я думаю, что нужно в первую очередь, чтобы твои дети гордились тобой. А чтобы они тобой гордились, и ты был их авторитетом, соответственно, твои действия должны быть такими, что они должны вызывать гордость. Окей. Отношение к окружающим, отношение к самим детям, отношение к жене, отношение к бизнесу вообще, к окружению. И там начинаются, ты знаешь, разные правила. Вот то, что я сейчас рассказываю, это вот это во мне была трансформация. И потом у меня начали там серьезнейшие изменения-то и происходить-то. После этих вопросов? Конечно, я начал и к детям, соответственно, относиться по-другому уже. И сам начал очень сильно меняться. И мое отношение к окружению начало меняться даже. Пожалуйста, Да. можем зафиксировать это? Давай. Задайте себе вопрос. Зачем вам дети и зачем вы детям? Я чувствую, что это какой-то вопрос, как такой точка невозврата, после которого что-то поменяется, потому что я вот до сих пор еще там застрял в этом вопросе, потому что это реально очень интересный вопрос. Ответ на этот вопрос, он каждый раз может меняться с каждым годом, с каждым появлением, с каждого нового ребенка, с этапом взросления твоих детей, да, с твоим взрослением он будет меняться. Ответ будет меняться. Можно Да. вот вопрос? Как отточить вот эту мышцу внимания на детей в эпоху, когда, вот, допустим, ты много работаешь, у тебя мало внимания, вот этот синдром сейчас, да, как называется, СДВГ, да, по-моему, когда у тебя, ну, ты вот листаешь Расфокусировано, да, рилсы, вот да. эти по 100 штук, и ты садишься с ребенком, и он начинает тебе говорить непонятные слова, какие-то игрушки, какие-то персонажи, и ты искусственно где-то, вот честно, просто как есть говорю, да, Да. секунд 30 ты с интересом фокусируешься на этом, а в какой-то момент ты отлетаешь, и в один момент я понимаю, что я уже думаю о работе, допустим. Мгм. Вот как отточить эту мышцу? Вот что вот такого надо сделать? Каждый раз думать об этом. Каждый раз, когда заходишь домой и когда даже садишься за стол, должно быть правило, что не должно быть телефона за столом. Когда ты разговариваешь с ребенком, не должно быть телефонов. Если ты разговариваешь с ребенком, ты смотришь ему в глаза. Не, 100% про телефон я не говорю. Я говорю про внимание, которое отлетает. Внимание, оно будет отлетать, но с каждым разом оно будет, ты будешь больше концентрироваться с каждым разом. Оно не может так, знаешь, раз и все. Всё. И ты, конечно, про себя я когда вспоминаю, я сначала там 15 минут занимался, потом 20 минут, потом час, понимаешь? Потом там могу 2 часа заниматься, могу потом сейчас там на несколько дней забрать детей, только ими заниматься. Ну, условно, сконцентрируюсь и занимаюсь детьми, по возможности, только ими занимаюсь. Но это реально, вот ты говоришь же прокачать мышцу, Да. это ты прокачиваешь То есть мышцу. все, это просто берется практикой. Ты берешь и делаешь, Хорошо. да. Просто проявляешь волю, но воля проявляется только тогда, когда у тебя есть мотивация. Это вот этот закон же есть. Да. А Воля- мотивация это вот следствие того, когда ты знаешь, зачем тебе дети. Да? Абсолютно верно. Когда ты Окей. начинаешь осознавать. Иногда ты осознаешь, что тебе не нужны дети. И по большому счету, ну, мужикам, мужчинам дети так сильно не нужны. Мгм. Ну, это откровенно, да, так. Если у женщины это заложено природой, Да. там, я не знаю, можно говорить, там, Всевышним, то как можно сказать, да, а потом биохимическая реакция наступает во время родов, там выброс огромный окситоцина плюс вазопрессин еще. Это близкие гормоны, да, Мгм. и тогда у женщины вот это вот происходит взрыв вот этих гормонов, и все внимание только теперь на ребенке. У мужчин этого нету. Но у меня это произошло, как и у тебя, это на родах. У меня Да. вот этот взрыв окситоцина произошел Было. определенный, да, и все, и у меня осознание, и там же окситоцин еще на что влияет? Он же очень сильно давит тестостерон. Это если биохимическую реакцию. Я не хочу просто сейчас в дебри туда уходить. Да. А это вот так природой заложено, что окситоцин должен давить тестостерон. И поэтому запах у детей же есть такой, знаешь, он
все дети очень вкусно пахнут. Да, да, да. И этот запах, он вызывает всплеск окситоцина у тех, кто это нюхает. Окситоцин нужен, чтобы тестостерон подавить, чтобы агрессию подавить. Да, да, Но это так прикольно. природой, Круто. это вот так заложено природой, представляешь, чтобы у тебя не было агрессии. Офигеть. Вот, а тестостерон падает, все, и у тебя там автоматом там ты начинаешь уже более доброжелательным быть, Да. ты там любвеобильным и так далее. Вот к ребенку имеется в виду. Вот у меня сейчас есть такой прямой и такой, может быть, простой вопрос, и вот хочется понять, да, вот какие-то, может быть, есть пункты, этапы, как сделать ребенка несчастным? Что нужно делать, чтобы ребенок был несчастен? Это не обращать на него внимания, подавлять его, все время нагружать чем-то его, быть в виде, знаешь, как учителя в школе. А вот что значит нагрузить его? Нагрузить я имею в виду, что быть всегда в виде человека, который говорит ему, что он плохой, что он неправильно делает, что-то заставлять его делать. Там. Это вот большой комплекс нагруженности, я подразумеваю под этим словом. Неудачное выражение, но речь идет про то, что это типа наказания, и не обязательно физического наказания. Ну да. Да. Зачастую эмоциональное наказание гораздо там... Типа ты должен делать так, если ты этого не будешь делать, то я с тобой не буду тут общаться. Да, или ты так не сделал, ты плохой, там, и короче, и все, и вокруг этого все двигается. А ты это говоришь, почему? Потому что это работало с тобой так, и как бы якобы Окей. работало в кавычках. И Хорошо. ты, конечно же, сделаешь своего ребенка несчастным. Ну и самое главное, наверное, самое главное, когда у него нету доступа к материнской любви. А что это имеется в виду, вот если практически, как это вот, то есть когда вообще мать не проявляет любовь или что? Либо мамы нету, либо мать не проявляет любовь по разным причинам там. Вот, потому что, ты знаешь, можно быть ужасные условия могут быть. Да. И вот... Финансовые, условно. Да. И в стране происходят Да. какие-то события. Но если рядом есть мама, либо там безопасный взрослый, да, с кем сформирована безопасная привязанность, прям можно там подчеркнуть это слово, и ребенок всегда получает доступ к этому человеку, и он чувствует эту защиту, ребенку больше ничего не надо. Ему на самом деле, по большому счету, каждому ребенку и вообще каждому человеку мало что надо в жизни. И ему нужно вот это чувство безопасности, необходимости, нужности, что он нужен кому-то, и о нем заботиться. Есть добавить в пункт, как сделать ребенка несчастным? Там, ты знаешь, мы много добавляем каких-то к несчастным, там, типа, что-то он не получил, какое-то там, я не знаю, образование не получил. Но это не то. Несчастным человек будет только тогда, когда у него нету близкого человека и принятия нету. Это мое мнение. Вот тогда он действительно будет несчастным в жизни. Окей. Теперь давайте в позитивную сторону пойдем. Как сделать ребенка счастливым? Любить ребенка, безусловно. Это вот сейчас избитая фраза. Безусловно, любить, не наказывать его, не наказывать самого ребенка. И принимать его. Вообще вот давай так мы сделаем. Как сделать человека, не обязательно ребенка, вернемся, не вернемся, а давай развернем эту историю к тебе или ко мне развернем, к любому взрослому человеку, потому что мы с тобой являлись детьми. И до сих пор являемся, кстати, детьми своих родителей. Даже если наши родители умрут, мы будем являться их детьми. Человеку и ребенку в первую очередь нужно 3 вещи важные. Номер 1 – принятие, что он есть. Ты знаешь, это вот ты наблюдал, не наблюдал, когда ребенок, вот он только родился, и у него глубокие глаза, у него еще зрачки не сформированы, и у него как бы глубокие глаза. Ты смотрел в глаза? Вот мамы особенно, они любят все время смотреть в глаза ребенку, а ребенок всегда, ты знаешь, вот так вот смотрит на маму,
И это как, знаешь, и мамы тонут в этих глазах. Да, есть такое, понимаю. И очень важно, чтобы мама смотрела всегда в глаза ребенку, потому что в этот момент происходит принятие, подтверждение того, что он существует. О, интересно. Что ты есть, ты существуешь, ты действительно есть. Ты знаешь, он не невидимка, он Я есть. правильно понял, что если просто сфокусированно смотреть ребенку в глаза, Да. то это уже что-то значит. Это уже начинается. Именно оттуда он начинает формировать. Например, что такое? Вот смотри, у тебя замечательная команда сидит, да? Я с 2 поздоровался, Да. а с 2 не поздоровался. Как ты думаешь, как себя будете чувствовать 2 человека, с которыми я не поздоровался? Ну, как будто бы их отвергли. Ненужными. Как будто их нет. Да, кого-то их нет. Да. Для меня. Да. Это вот означает, должно быть принятие человека. Окей. И это к каждому человеку относится, в первую очередь детям и ко взрослым тоже. Второе очень важное правило, да, пункт – это относиться к нему справедливо, к ребенку. Как это? Ну, например, ты Алиму говоришь, присмотри за Тимой, а Тима что-нибудь сделал, и ты наехал на Алима. Ты что, я же тебя попросил посмотреть? Ну да. А сделал-то Тима, да. Тима сделал. И потом 7-летний ребенок, он может контролировать, что делает там 5-летний ребенок? Он еще сам 7 лет ему. И это несправедливые отношения. Либо, что такое несправедливые отношения? Пошли куда-то, и ништяки получает младший, а старший не получает ништяков. Либо, как я первый раз говорил, старшему прилетает за действие младшего. И это несправедливые отношения. Например, ты сейчас с микрофоном что-то произошло, Да. а ты наехал на менеджера. Почему ты не проконтролировала, чтобы микрофоны работали? Для нее это будет несправедливые отношения. И вот справедливые отношения – это является тоже базовой ключевой вещью для формирования личности. Есть третья вещь – относиться к ребенку с уважением, к его действиям с уважением. Вот все, что он делает, ты прям к нему относишься. Ну, давай пример приведу. Можно? Да, я закину просто пример, а вы скажете, как тут с уважением относиться. Давай. Просто мы иногда с супругой угораем, когда там 3-го ночью укачиваю, она говорит, где эти эксперты по воспитанию детей? Ну, то есть, типа, бывает же реальность, да, такая, так скажем. Вот там младший взял, уронил там еду на пол, размазал все это, и вот как я должен, грубо говоря, с уважением в этот момент к нему отнестись. То есть я специально такую ситуацию бытовую взял. Здесь чуть другая история, здесь не про уважение, здесь про справедливость. Вот то, что он уронил же не намеренно, не специально же. Ну, он уронил, так бывает. И вообще, ты знаешь, я только последние, условно, 10 лет начал радоваться, когда ребенок что-то делает и ломает, или что-то портит. Потому что в этот момент он получает опыт. Давай закончим сейчас историю с уважением. Да. И я тебе расскажу примеры из собственной жизни, последний, например, со своими детьми. С уважением относиться – это когда ты приходишь в ресторан, в тот, который ты постоянно приходишь, и к тебе подходит твой официант, например, и говорит там: Арман, здравствуйте, вот там, покушайте вот это, да. Это вот одно, да, отношение. А есть другое. Он подходит и говорит: Арман, у нас сегодня вот сейчас новый повар, у него вот это блюдо просто супер. Просто, оно просто, я настоятельно рекомендую. 2 человека вроде бы, выполняют свою работу, да, но кто из них с уважением относится? Ну, второй, понятное дело. Понятно. Да. Для него очень важно, что ты есть. И что он хочет что-то сделать для тебя полезное. Да. И это называется с уважением. Так, теперь переносим на детей. Теперь про справедливые отношения, либо про действие, когда что-то сломал. Нет, давайте перенесем вот эту историю на детей. То есть как именно к ним с уважением относиться, какой-то пример можно, вот, чтобы прям наглядно было? Давай. Пришел ребенок, он что-то сделал, да, например, да, и это вызывает у тебя смех только. И
ты, получается, что ты как обесцениваешь его труд. Или ты ему говоришь: Алим, у меня просьба есть к тебе. Ты сможешь сейчас за Тимой посмотреть? И он тебе говорит: нет. Ты говоришь: ладно. Есть второй вариант. Алим, посмотри за Тимой. То есть ты ему говоришь, что он должен сделать. Да. Либо ты к нему подходишь, спрашиваешь, можешь или нет. Если он тебе говорит нет, ты прям, как бы принимаешь Соглашаюсь. это. Ты соглашаешься с его мнением, потому что это его мнение. Или, например, ты там в магазин идешь, сейчас про магазин говорим. Да. Это, кстати, важно. Дети говорят: мне это не нравится. А мы что делаем в основном? Все, носи. Носи, да. Нет. Если ему не нравится, он не должен это носить. Ты относишься к нему с уважением. Да. Относишься. Потому что это ему не нравится. Понимаешь? Потому что ты должен себя поставить на его место, и ты должен принимать решение точно так же, как ты хотел бы к нему, чтобы приняли решение. В отношении его границ и его выбора. То есть несколько вещей. Границы его жизненные и выбор его. Блин, мне с каждым пунктом становится все сложнее. Я прям чувствую, как это у меня в бытовухе просто нарушение за нарушением идет. Вот что делать, если сейчас я и, может быть, какие-то зрители чувствуют, что они вот по всем пунктам конкретно накосячили, как вот эту ситуацию всю выравнивать? И не поздно ли это делать? Не поздно. Это, ты знаешь, это классно, когда ты начинаешь об этом узнавать, а потом шаг за шагом применять уже. Да. Сразу невозможно принять. С детьми, и вообще не только с детьми, а со всеми ввел для себя правила. Про правила говорим. Важные решения принимать на следующий день. О, инсайт. Важное решение, потому что очень часто в моменте эмоции преобладают эмоции. Да. И еще может быть нехватка информации. А если то, что касается детей и важное решение, есть еще третья вещь. Надо обсудить с супругой. Это очень важно. Ты не можешь самостоятельно принимать решения, важные вещи принимать, не согласовав со своей женой. Потому что у нее есть тоже свое мнение, может оказаться. Я переговорил с женой и сказал: окей, давай. Но она говорит: давай условие поставим какое-то, чтобы она там какой-то месяц поработала она. Здесь поработала это время там педагогом, ассистентом педагога где-то там. Вот, договорились. И ты знаешь, один раз я сижу, интервью даю по поводу там фильма, который мы там сняли. Да. И дома, а у меня окно чуть приоткрыто, и слышу, машина подъехала, она заведенная стоит, и она не глушится, а дверь входная закрылась. Дочка пришла. Дело в том, что у нас супруга электромобили, они беззвучно работают, да. А дочка сейчас ездит на бензиновой машине. И я такой, прерываю интервью: можно там что-то, дочь моя приехала, машину не заглушил, сейчас я буквально на минуту. И звоню дочери: и что случилось? И она там плачет. Я говорю: ну-ка, приди сюда, спустись, пожалуйста, ко мне. Она спускается, и она в слезах вся, она ударила машину. Что бы я раньше сделал? Раньше бы я на нее наехал, сказал: все, ключи ставь. Покаталась, хватит. В этот раз я нашел в себе силы и сказал: ты знаешь, ничего страшного не произошло, ты, наверное, очень сильно испугалась, но я рад, что это произошло здесь, в Алмате, и что ничего не случилось серьезного. Это твой первый опыт, тот такой опыт, который был и у мамы, и у меня был. Но это хорошо, что это все случилось, и ничего страшного, по большому счету. Сильно. И ты знаешь, и у меня дочь там 5 минут у меня прям вот она на плече побыла, успокоилась и ушла. И я в голове-то у меня же другая мысль, у меня же была же, это я сейчас такое там красиво сейчас говорю, но первое у меня было: я так и знал, что она может ударить, ты понимаешь? Но потом вот эти эмоции у меня раз потихоньку уходят, и я понимаю, что да ничего страшного, она так, это произойдет, так или иначе произойдет. Но сейчас важно подойти к ребенку так, как родители, подойти справедливо. Она же не специально это сделала же, она же не намеренно это сделала же, да. И ты к нему подходишь как человек, который ты за него отвечаешь. Потому что зона ответственности ударила машину. Чья зона ответственности?
Ну, ее. В первую очередь моя. Почему? Потому что я ей машину дал. Ее как водителя, а как человека, который создал, что он это ударит, это моя ответственность. Но при этом, ну, мы же все понимаем, что так или иначе вот эти киксы будут происходить, ну, там, фейлы будут происходить. Но классно, что они происходят здесь. И в этот момент есть человек, который ее поддержит и говорит: слушай, ничего страшного. Но самое главное, мои старшие дети в детстве от меня так настрадались. Арман, ты не представляешь. Это просто Я вот тоже хочу кошмар был. услышать, что вы к этому с возрастом, с мудростью пришли, потому что я, честно сказать, да, вот, ну, как я есть говорю, снимаю штаны тут, ну, вообще далек от таких вот мудрых реакций. Я все-таки вот, и если что-то случилось, я ткну, скажу, вот я тебе говорил, и вот это все работает на неком автоматизме. Вот как вы это поняли, как это вот, ну, трансформировать со временем? Ответив себе на вопрос, зачем мне дети, потом ответив на вопрос, зачем я детям, и параллельно изучая очень много полезной литературы. Окей. И вот этот комплекс, он мне начал давать понимание, что я могу, что я должен сделать в конкретный момент времени и в конкретной ситуации. Но это не означает, что я всегда правильно поступаю. Бывает, что я все равно на эмоциях раз что-то скажу, но потом я начинаю осознавать, вот здесь важный вопрос другой. Надо же отнести справедливо же. Да. Надо пойти и извиниться, сказать: я был неправ. Окей, хорошо. Ну, да, вообще, звучит все реально очень классно, вот правда, я просто, знаете, я, может быть, еще в силу там возраста или там отсутствия какого-то опыта, наверное, допускаю какие-то все-таки эти косяки, но намерение исправляться и делать все для детей хорошее, это прям, ну, точно есть. И вот мы с вами обсуждали, что вы говорили о каких-то 8 качествах, да? Слушай, есть вот 8 правил заботливого отца, 8 правил, мы их с тобой, ты знаешь, перечислим в конце, да? И мы можем, знаешь, вот такой прям, я не знаю, в виде комментария, да. Мы их прям приложим. Супер. И прям зафиксируем, можно вот так сделать, 8 правил. А можно будет вообще, знаешь, еще какие вещи сделать? Можно будет объявить какой-нибудь конкурс, да. какие бы правила еще отцы хотели бы добавить бы, да. И там не за лучшие правила мы, ну, там, что-нибудь там, какие-нибудь сделаем. 100%. Это в конце, да. А сейчас что-то другое, да, обсудим? Не, можно, да, гонять просто эти 8 правил, это, знаешь, уже просто как методология будет, мы же просто с тобой зафиксируем. А сейчас можем просто такие интересно, давай, реально, давай. Что за 8 правил? Такие? 8 правил, давай я тебе перечислю эти правила, которые Откуда это вообще взято? Это взято, есть супруги Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолды. Это американские ученые. Берри возглавляет Чикагский институт психологии, они готовят там топ-психологов и так далее. Они очень известны, и у них очень много полезной литературы и книг, именно на основе которых учатся и другие психоаналитики в том числе. Давайте про 8 вот этих. Давай, 8 правил, и они, ты знаешь, они вроде бы очень простые, понятные, но в то же время сложные по исполнению. Но если им следовать, ты очень много поменяешь в своем отношении к своей семье. Первое правило. Каждый день говорить что-то доброе и обнадеживающее своему ребенку. Каждый день. Супер. Вот ты знаешь, даже если тебя рядом нету, ты уехал куда-то, ты позвонил, поговорил с ним 2-3 минуты и сказал что-то хорошее ему. На те действия, вот это прекрасно, которые он совершил. Здесь важный момент, надо оговориться. Важно не хвалить ребенка. Это очень важно. Нужно хвалить его действия. Давать подтверждение, да? Подтверждение, что они тебе нравятся, эти действия. Не ребенок. Потому что если ты будешь хвалить ребенка, ты молодец, он все время будет тогда искать вот эту похвалу. И тогда это тоже определенная травма. Это, конечно, это травма. То есть это можно пример? Можно пример? Да. Алим пошел вот на бокс, и у него там его тренер похвалил. Да. И если я скажу, что вот ты красавчик, это один момент. Да. А я могу сказать, круто, что тренер тебя похвалил на боксе. Это прям супер.
И подчеркнуть, за что похвалил, узнать. За то, что ты там, допустим, ты супер там бегал и так далее. Да. То есть вот именно отметить действие, да? Отметить действие, что Ага. это действие, оно классное действие, Супер. а не то, что ты молодец. О, давайте тут зафиксируем. Вот, можно я от себя позволю Давай, вот добавить чуть-чуть? Если вот вы просто заняты, и, ну идея настолько здравая, вот действительно вот неохота ее упускать, я думаю, что я для себя точно напоминание поставлю вечером, вот часов в 7-8 вечера, что отметить каждому ребенку что-то позитивное, какое-то действие. И вот так можно это сделать системно, чтобы просто не вылетало это у вас из головы. Забирайте это себе. Да-да-да, я не знаю, он что-то рисунок Да. какой-то принес тебе, и ты не говоришь, что какой ты молодец, а ему говоришь, блин, мне так нравится, что ты здесь вот это нарисовал, но искренне говоришь. Да, и почему нравится, тоже ему говоришь, блин, вот здесь вот четко, здесь бы вот, отмечаешь уже само действие, которое, к чему он там, результату приводит. Да, второе, очень важно, и это от отца зависит, создавать теплую и дружелюбную атмосферу в доме. Это очень важно. Вот зашел, негативные эмоции выбросил, оставил сзади. И только создаешь вот это, знаешь, вот позитивную обстановку. Начиная с супруги, заканчивая детьми. Все должно быть на позитиве. Не говоришь, что здесь валяется, почему здесь не так, а что ужин холодный. Понятно, это сложно, но нужно стремиться к тому, что отец несет позитив. И все, что касается отца, это позитив. Класс. Мама, конечно, тоже хочет стремиться к этому, но это зачастую нереально. Ты представляешь, вот, допустим, вот, как Карина с 3 детьми нон-стоп. На позитив. Это нереально, это неисполнимо. Но бывает так, что и ты можешь быть не на позитиве, Ну да. надо с этим смириться, но твоя задача стремиться к тому, Все, понял. чтобы нести позитив. Окей. Номер 3 правило давай. Быть готовым выслушать ребенка и относиться к нему с уважением. Угу. Вот про уважение мы с тобой говорили. Да. И когда ты его выслушиваешь, это и тоже ты проявляешь. То есть очень важно, он что-то тебе хочет донести. И ты просто внимание даешь и прям реально слушаешь. Прям реально слушаешь, Да. задаешь вопросы, уточняющие вопросы, спрашиваешь, почему тебе это интересно или почему ты так сделал. И ты вовлекаешься в это, и прям это, как заставляешь себя. Вот как сейчас мы с тобой, у тебя есть задача же снять подкаст. И ты вовлекаешься в наш разговор. Да. То же самое ты должен вовлекаться со своим ребенком. Да. Если ты с ним садишься, максимально вовлекаться по возможности, хотя бы даже 5 минут. Не нужно час с ним сидеть, если у тебя нет энергии, там, времени нету. Но 5-10 минут обычно ребенку этого хватает. Окей. Есть вообще правило, которое я в свое время научился, и я прям заставлял себя делать. Ребенку, когда плохо, вот он себя чувствует, ты знаешь, не очень хорошо, тревожно, либо что-то произошло. Нужно просто ребенка обнять, ничего не говорить. 5 минут с отцом, точнее даже не с отцом, с человеком, с кем у него сформирована безопасная привязанность, с кем он себя чувствует безопасно. Это ему хватает для того, чтобы он успокоился. Он потом идет и идет дальше. Ты можешь вот просто взять, поэкспериментировать со своим ребенком, если кто-то из твоих детей, он чем-то расстроен, плачет, просто взял его, обнял, просто сидишь с ним, обнял, молча, увидишь, через 5-10 минут он встанет и пойдет, а может быть даже через минуту, потому что потом этот процесс будет ускоряться. Это так вот работает психика, что он рядом с человеком, с кем он чувствует безопасность, он подходит, получает вот это вот, ты знаешь, успокоение и идет дальше заниматься своими делами. И он уже забывает про то, что произошло. Как будто, ты знаешь, как будто и не было вот этой неприятности. Окей. Давай 4, да? Если у ребенка что-то не получается, это часто бывает, Да. то важно напоминать ему о том, что у него получалось. Всегда, ребенок просто так мы устроены, что если у нас что-то не получается, даже взрослые, для нас это почти трагедия может быть. Но важно, чтобы рядом человек значимый, которого он любит, говорил ему,
ты знаешь, а помнишь вот в прошлый раз, или вот это ты сделал вот так, вот так. И ты видишь, у тебя так классно получался. А здесь так бывает, в следующий раз получится. И всегда приводить к тому, что у него есть положительный опыт. И говорить ему об успехах. Всегда говорить. Он не должен оставаться вот на этой минорной ноте и на том, что у него не получилось. Если из своего опыта, да, это одно дело знания, у меня сын занимался, я там футболом занимался, и мой сын тоже там футболом занимался. И ты знаешь, вот были соревнования часто, и когда он выступал, он делал неправильные действия, а потом мы после соревнования шли, и я ему рассказывал, что я бы сделал. Смотри, я ему не говорил, что он сделал. Я ему рассказываю, что я бы сделал в этом моменте. Как человек, у которого есть большой опыт, там, успехи, и как человек, которого он любит и еще и уважает, еще мой сын, да. И он такой: да, пап, ты здесь прав. Блин, в следующий раз я так сделаю. Ты как бы не на него указывать, а вот свой пример приводить. Я на действие через свои примеры, и я становлюсь ему наставником. Я становлюсь ему отцом, не биологическим, а становлюсь ему отцом с большой буквы. Как пастырь, знаешь, вот как человек, который за него отвечает, который его учит жизни. Или каким-то вещам большим. Это прям реально целая наука, я понял, за этот выпуск. Это самая важная наука и самая сложная. Ты знаешь, я занимался многими вещами в жизни, Арман. Но я думаю, сложнее нет ничего, но в то же время важнее нет ничего, по большому счету. И самое главное, ты знаешь, я кайфую, когда получается результат. Просто невероятно я кайфую от себя, от того, что я смог вот это сделать, осознание, что у меня есть еще и действия есть, они. Иногда себя, конечно, там ненавижу за прошлые вещи до сих пор, хотя уже принимаю, что я сделал так, потому что у меня не было знаний. Да. Вот. Относиться к каждому ребенку, каждому из своих детей, как личностям, у которого есть свой талант. Уникальность у каждого есть. Смотри, мы часто, особенно когда много детей, мы к ним относимся примерно одинаково. Но они разные. Ты знаешь, они по темпераменту разные. Можно я уточню? Да. То есть отмечать их суперспособности какие-то, их особенности характера и делать на этом акцент. Да. Окей. И подчеркивать. Ну вот можно пример в моей жизни? Давай. Вот, допустим, у меня Алим, он такой любознательный, он там изучает разные там научные факты, и я ему часто говорю, что он гениален, что то, что ты изучаешь, это круто, то, что ты это все смотришь. А Тима у нас он такой дерзкий пацан, да, вот, и, можно сказать так. И я постоянно говорю: Тима, я тебя уважаю, ты как мужик настоящий, давай там. Ну, то есть, и вот эти вот моменты, то, что я отмечаю, это и есть, да, правильно, вот это вот? У них есть способности, и важно отмечать и давать им возможность развиваться в этом направлении. Угу. Именно развиваться в этом направлении. Усилять. То, что сейчас ты про Тиму говоришь, это про темперамент речь идет. Да. А про то, что ты про старшего сказал, это не про темперамент, а про его увлечение. Да. Вот важно подчеркивать его увлечение и давать ему возможность двигаться в этом направлении. Вообще, это, кстати, интересная тема. Дело в том, что примерно в возрасте 5-6 лет ребенок подходит к тому, чем он будет заниматься всю свою жизнь. А выбор направления своего формируется примерно к 11-13 годам. То есть, если вернуться к воспоминаниям, что я делал в 5-6 лет, да, то можно отследить оттуда, примерно куда ты будешь стремиться, к чему. Это первый подход его. Обычно он подходит к этому, часто бывает из-за отца, может быть. Вот отец этим увлекается, и отца, для меня отец герой, и я хочу этим заниматься. Это первый подход его. Может быть, это часто бывает. А бывает так, ему просто нравится. Вот ты знаешь, чем он увлекается? Алим? Да. Алим изучает, исследует разные вещи. Вот у него исследовательская деятельность направленная, ярко, и надо теперь ему дать возможность исследовать. Лабораторные опыты какие-то делать, еще что-то. И он будет внутри этого что-то искать, то, что ему будет очень сильно нравиться. Но вот эта его способность, которая заложена там генами, природой, Всевышним, как хочешь говори, ее нужно прям, знаешь, развивать ее. А дать ему возможность двигаться в это, проявлять. Супер. И теперь
надо показывать разные направления. О, супер, супер. Потому Окей. что, может быть, ему будет интересна природа, а может быть, там, я не знаю, там, Ну, биохимия. технологии Что-то там, может быть да-да-да, технология. принято, Но принято. надо ему давать возможность пробовать, смотреть, и он на чем-то концентрироваться. Выпишите для себя, чем увлекается ваш ребенок. Это тоже важно. Это очень важно. Давай, может, зафиксируем. Да. Для себя сделайте такую работу домашнюю. Поймите, а чем увлекается ваш ребенок? Мне кажется, много людей, они даже не знают, чем он увлекается. Это Мне тоже кажется. большая точка роста уже. Особенно отцы, мне кажется. И я думаю, что они думают, что дети ничем не увлекаются. Они просто сидят в телефоне там, и так далее. Это не так. Они чем-то увлекаются. Окей. И это всё. нужно понять, что, и им давать. 6-й важный очень вопрос. Мгм. Важно, чтобы у детей они были дисциплинированными. Это очень важно. Кстати, это от отца очень зависит. Отец выстраивает вот эту внутреннюю дисциплину, самодисциплину. Это зависит очень от отца. И порядок, и правила в семье – это ответственность, зона ответственности отца. Вопрос. Дисциплину они могут увидеть, как я дисциплинирован в чем-то? Да. Или это я такой говорю, вот смотрите. В первую очередь ты должен быть примером. Мгм. Во вторую очередь вы вместе будете договариваться о дисциплине. Прям договариваться. И ты будешь говорить, я хотел бы, чтобы так, и объяснять, почему так. Мгм. Но самое главное, когда призываешь к дисциплине, Да. не унижать их. Типа, ты что, как тряпка? Или ты что там, как девочка, ты обещал, а не сделал. Там. 7-й пункт. Если вы допустили ошибку или были неправы Мгм. в отношении с детьми, то очень важно обязательно признать ее. Очень важно. Мы часто, взрослые, не признаем ошибки даже в отношениях друг с другом, не только про ребенка уже. Ну да. Я вот что-то оказался неправ, и я не Эго. признаю ошибку. Почему? Потому что тогда я, получается, подвергаю сомнению вообще свою логику, вообще себя, свою адекватность. Мгм. Ну, по сути, я Да. как бы ставлю под вопрос себя самого. Да. Ну вот. И с детьми то же самое. Мгм. Типа, ну я же отец, Взрослый. я же взрослый. Да. Ну, Я не я не ошибаюсь. должен ошибаться, да, я не должен там таким-то быть. Да. На самом деле очень важно признавать свои ошибки. И не только с детьми, а вообще в отношениях со взрослыми. Потому что мое глубокое убеждение, что в этот момент, по крайней мере, я так считаю, что когда человек извиняется передо мной за какие-то вещи, я его считаю сильнее гораздо. М. Не слабее, а гораздо сильнее, чем он есть, чем кажется. Сильно. Чем кажется. И ребенок, когда ты извиняешься перед ребенком за какие-то вещи, ты получаешь невероятное уважение от своего ребенка. И как раз происходит безопасное доверие, да? Конечно, это базовое является. Да. Он знает, что ты можешь быть неправ, ты не будешь там по каким-то поводам к нему несправедливо относиться. И самое главное, что если что-то не так, то ты признаешь эту ошибку, и он потом не будет бояться тоже ошибаться. То есть, по сути, он, наоборот, видит в тебе еще больше адекватности после этого. Конечно. Окей, супер. Конечно. Ну и последний пункт, что каждый ребенок, он нуждается во внимании и признании. Мы уже проговаривали это признание, что ты есть, и внимание, да, что вот ты есть, ему надо уделять внимание. И это важнейший тоже пункт. Отец должен каждому ребенку уделять внимание, необходимое по возможности, да, и еще и признание его вот действий, заслуг, которые он там совершил. Это вот про признание, помнишь, говоришь, ты есть, да, ты есть. И ты знаешь, как классно, что ты есть вообще. Вообще просто невероятно классно. Ты даешь мне такие силы, даешь, сын. И вот эти вещи, они даже нужны же на самом деле не ребенку. Про вот эти 8 правил. Они нужны тебе. И помнишь, я тебе говорил, не говорил, а задавал вопрос, зачем мне дети?
И зачем детям я? И когда я ответил себе на этот вопрос. А какой, кстати, ответ? Мои дети, Да. они, вот старшие в первую очередь Да. дети, они собрали меня. Мгм. Вот те осколки, которые есть в моей жизни, они собрали. Они смогли меня собрать и найти путь к себе. А младшие, они начали учить меня, каким надо быть отцом. Я правильно понимаю, что вот по сути старшие они помогли? То есть вот это все, чтобы понять, пришлось собраться с точки зрения и стать личностью, Расти как личность. да, только из-за того, чтобы как раз-таки подойти к детям, да, по сути. Да, да. И то есть дети для вас, особенно старшие, помогли стать личностью. Да. Охренеть. Вот И это для щас меня для мои меня- дети, они мне нужны, чтобы найти путь к себе. Вот это прям Вот сильно. для этого мне дети и нужны. И осознание этого я понимаю, насколько я благодарен своим детям. А то я, честно, вот все это время вас слушаю, да, и я думаю, ой, сколько работы. И я такой, боже, я вот все тяжелее, тяжелее. А теперь я понимаю, что если сейчас ракурс изменить на точку зрения, что это все я сейчас, если сделаю, внедрю, исследую, то какой я личностью же буду тогда? Если бы не было детей, если бы не пришло бы это осознание бы, я был бы тем человеком, в которого обстоятельства взрослые, среда агрессивная, которая была в моем детстве, да, и потом и на пути взросления, она вот сформировала вот это ложное «я», и я бы был бы тем человеком, кем был раньше. То есть я очень целеустремленный был. И есть до сих пор, но я шел к цели, не видя препятствий. Со временем я начал понимать, что важна не цель, а важен путь к цели. По какому пути ты пойдешь к этому цели? И во время этого пути ты можешь менять свою цель. Потому что, может быть, путь оказаться по каким-то причинам, в первую очередь морально-этическим нормам, он недостижимая цель для тебя. То есть неприемлемая, скажем так. А совсем последние годы я для себя сделал другой вывод, что цель не важна, что важен путь, но еще важнее, с кем ты идешь по этому пути. С кем ты в жизни идешь по этому пути. Потому что ты, когда идешь с этими людьми, в том числе с командой, неважно, если мы говорим про семью, про детей, про жену, но и с теми, что ты делаешь даже. Команда. Ты один не делаешь ничего, по большому счету. У них другое мировоззрение, у них другие ценности. И они могут тебя тоже, я не знаю, подсказать, помочь, что нужно поменять путь этот. А иногда ты уже становишься, ты знаешь, вот мне говорят, слушай, ты как там говоришь, как самурай, там типа цели нет, есть только путь. Да. Вот здесь не как самурай. Важно, дело в том, что самураи идут одни всегда. В пути они всегда одни. Ты не можешь быть один. Очень важно, чтобы рядом были твои близкие. И вот это осознание, когда начинает, ты понимаешь, к этому подходишь, тогда кристаллизуется все то, чем ты должен заниматься. Для меня становится очевидным, что все, что я делаю, оно должно нести какую-то смысловую нагрузку полезную. Любое действие, прям любое действие. И вообще все, что ты в жизни делаешь, даже с точки зрения даже бизнеса, оно должно нести какую-то ценность. Ценность уже не только для меня, а ценность вообще, то есть конечная. Для чего это ты делаешь? Для чего? Даже зарабатывать деньги, для чего ты делаешь? Что ты сделаешь с этими деньгами? Куда ты направишь эти деньги? Что ты можешь сделать? Вот, допустим, открывая, например, я бесконечно уважаю людей, которые открывают какие-то полезные вещи социальные, там типа садики, школы, там, потому что это денег не приносит. Ну, поверь мне, это не бизнес, да.
Но они вкладывают деньги, энергию, ресурсы, делая то, что не могут сделать другие. Они реально огромное количество времени на это тратят. Детские дома. Да вот я знаю, вот дом мам занимается. Я бесконечно уважаю людей, которые это делают. Ты представляешь? Да. Это невероятное, как бы с точки зрения цели и пути к ней, да, это просто невероятная вещь. И когда ты начинаешь это делать, ты уже детей, ты своим примером и вообще своими действиями, ты уже подводишь к этому. Разными путями. Давай я примеры приведу. Как можно уступать очередь? Вот ты в очередь стоишь с ребенком, и там мам, ну я не знаю, там папаша ломится и говорит, можно мне быстрее, надо там мои дети. Очередь большая. Что ты делаешь обычно? Ну, если я прям чувствую и понимаю, что там что-то действительно серьезное, то пропускаю. А если я вижу, что это просто наглость, то заторможу и скажу, что все в очереди. Это адекватная реакция абсолютно. Мы с детьми делаем что? Я с ребенком говорю, у нас есть время, уступим очередь. И обычно дети говорят, да, пап, не проблема, потому что мы там по ходу там чем-то занимаемся. Да? Я уступаю свою очередь, а сам встаю в конец очереди на его место, которое его должно быть место. Потому что он меня попросил мое место. И я его не вперед ставлю себя. Я его место занимаю, а ему отдаю свое место. И это в моем мировоззрении, и это правильно. Но бывают случаи, когда мне необходимо что-то быстро сделать, ну, пройти там куда-то. Как обычно мы просим? Подходим, кто там первый стоит, да, пожалуйста, да. Раньше я делал так, но я со временем понял, что это вообще абсолютно неправильно. С конца надо начинать. К каждому подходишь, можно я пройду? К каждому подходишь. Кто-то говорит нет, и ты останавливаешься. Он говорит нет, и ты должен отнестись с уважением к этому человеку. Но не так, знаешь, нагло. Там, да не знаю, ты первый стоишь, ты представляешь, я тебе говорю, а там за тобой еще 20 человек стоят. Да. И так вещи вот эти ты можешь начинать уже делать сам и транслировать в семье. В прошлом выпуске вы участвовали в интерактиве, в классическом интерактиве, где нужно было, как всегда, написать инсайт и как вы будете его применять в жизнь. У нас 10 победителей, вот их аккаунты, они получают курс от Раи, который называется «Сам себе психолог». Там очень подробное обучение по тому, как прокачать себя, по сути. Поздравляем и, кстати, участвуйте в этом интерактиве, в этом выпуске, их 2 тут целых. Поэтому приятного просмотра, продолжаем выпуск. И если вы тоже сегодня чувствуете, что у вас, как я сейчас чувствую, есть конкретные, так скажем, недостатки с точки зрения родительской такой вот, родительского такого опыта, то принимайте эту ситуацию. И самое главное, вы здесь, вы это слушаете, вы это будете точно теперь применять, это самое главное. И это классно, когда есть осознание, потому что вот у меня есть истории, я на подкастах говорил про своих старших детей, и там со своей старшей дочерью, когда она в 16 лет матери заявила, что я не прихожу к вам, ну, не спускаясь ужинать с вами, почему-то, когда вот было так, супруга, она дочке старшей говорит, почему ты к нам не спускаешься ужинать, почему ты с нами мало времени проводишь? И дочь говорит, это я с вами время мало провожу. Это я с вами не общаюсь. Это вы со мной не общаетесь. И мне эта жена рассказывает, и ты знаешь, у меня вот так глаза открываются, и я говорю, блин, она же права. Я вот там делов до этого наделал, да, когда они были старшими. Хорошо, еще физическое насилие не применял, но я там такое эмоциональное насилие делал над детьми. Вот. Был очень требовательным, прям невероятно требовательным. А потом, еще когда младшие дети родились, у меня дочь старшая, она выпала из жизни. С сыном-то я еще общался, потому что там на спорт ездили, там туда, ну и там, он же пацан же, да, я с ним общаюсь там.
а старшая дочь выпала из жизни. И ты представляешь, все, и я осознал это, я жене говорю, так и есть. И потом я составил план, что я буду делать, лично я, со своей старшей дочерью. И она как раз заканчивала школу. как этот план выглядел? Из чего? План выглядел такой. Да. У меня уже появились знания. Можно методологию этого плана? Методология. Номер один. С каждым ребенком для того, чтобы с ним выстроить отношения, нужно сформировать безопасную привязанность. Что такое безопасная привязанность? Это когда тебе ребенок доверяет почти на 100%. Ты для него значимый взрослый, которому она доверяет, с кем она себя чувствует безопасно. И вот эта задача сформировать с ним вот эту привязанность безопасную, а потом начинать выстраивать с ней уже отношения, интересоваться ее жизнью, учить каким-то другим вещам, ну, как бы как отец ты можешь, как родитель. И я начал это с дочерью делать. Забыл важную вещь. Самое главное, номер один. Чтобы начать формировать безопасную привязанность, в плане, который я составил, номер один. Искренне извиниться за важные вещи, которые ты сам помнишь, что ты наделал с ней. Один на один сесть и прям извиниться. И ты знаешь, я когда с ней сел, я нашел возможность, мы отдельно с ней сели, уехали. В пределах города имеется в виду. И я ей начал рассказывать, слушай, я вот тогда вот так сделал, вот тогда вот так сделал. Ну, прям важные вещи, для меня важные вещи. Ты знаешь, она половину не помнила. Он говорит, пап, я даже не помню этого. А половина помнила. Но я настолько искренен был, и она прям это чувствовала, потому что, ты знаешь, искренность невозможно, наиграть. Да. Каким бы актером не был бы, 100%. невозможно. И у меня с ней после этого был разговор. Я прошу, чтобы ты осталась на 1 год после окончания школы. Не поехала. И она согласилась. И этот год я посвятил своей дочери старшей. Я с ней по возможности максимальное количество времени проводил. Мы там куда-то с ней уезжали. Я прям ее обучал всему, что я мог ее обучить. Там мы ездили на дайвинг, я очень любил дайвинг, я ее обучил дайвингу, там на машине начала ездить, там она на водные лыжи встала, там кучу моментов разных. Это то, что я как отец какие-то вещи упустил, как отец, которые я мог дать и должен был дать по возможности. У меня были возможности, но не было знаний. Я с ней это выстроил, и ты знаешь, она раньше мне не позволяла обнимать себя. Прям не давала. Она жене даже не позволяла. Она вот, знаешь, вот такая, как замороженная такая. А сейчас это совсем другое дело. Ты знаешь, с детьми не поздно заниматься. Даже если этому ребенку 25 лет. Не поздно выстраивать отношения. Важно находить возможность, волю в себе и двигаться в этом направлении. И сколько бы ребенку не было бы лет, если он еще твой ребенок, с ним, даже уже будучи взрослым, тебе нужно выстраивать отношения. Но отношения, еще раз, я вернусь, они будут выстраиваться только тогда, когда между вами есть безопасная привязанность. То есть он тебе доверяет. А ее не может быть, если ты не закроешь старые моменты какие-то. Для меня было это, что я сначала, чтобы она ко мне открылась, я должен извиниться. Это как в отношениях даже, я не знаю, с женой даже, с Кариной. Слушай, можно сказать, да забудь там, типа я сейчас поменяюсь. Так не работает это. Пока надо ты реально... проговорить, взять ответственность за ситуацию в прошлом. Да, и не просто извиниться, а важно еще сказать, что ты должен был сделать в тот момент. Слова извинения ничего не значат по большому счету. Можно каждый раз извиняться. По сути, человек ждет от тебя понимания, что в той ситуации, в какой-то проблеме у вас разорвалось, можно сказать, понимание. Да. И он должен услышать от тебя, что ты понял, как надо было бы сделать в идеале. Для чего это делается, Арман? Да. Для чего? Восстановить связь? Нет. Потому что она будет уверена, что в следующий раз ты теперь сделаешь
ты сделаешь так. Потому что можно каждый раз вот так вот, знаешь, вот так говорить, да, я был устал, да, я что-то там на работе было не то. И каждый раз у тебя вот это, знаешь, вот этот круг У гоняется. нас же тут сформировалась формула извинений, что, по сути, если взять человеку, ну, прям выписать список, перед кем ты там конкретно виноват, ну, особенно близкие люди, мы же с ними чаще всего, да, ну, взаимодействуем, и тут тоже происходят всякие проблемы, просто взять, выписать, объяснить каждую ситуацию, взять за это ответственность и объяснить, как надо было бы сделать в идеале, чтобы такой ситуации не было. Совершенно И верно. тогда ваш вопрос полностью закроется. Это вообще гениально. Ну, он не полностью закроется, Не, но он начнет мне кажется, закрываться. значительно закроется. Значительно как минимум. закроется, и с ребенком ты Супер точно вообще. так же общаешься. Ты говоришь, я был неправ, потому что вот так я должен был сделать вот так. И это для тебя, это, ты знаешь, это как обещание, что в следующий раз ты будешь делать так. Если ты не балабол, не литературно буду Ну да, как есть. Да, Принято. да, принято. и это важные моменты. Очень мудро и очень сложно это все, Это, кажется. конечно, сложно, Да, да. да. Но в то же время есть действия, которые могут привести к хорошим вещам. Супер. Просто нужно их делать. И сегодня мы этими действиями, самое главное, поделились. И Мгм. эти действия, я очень надеюсь, что вы будете применять, как и я теперь. Мгм. Я на самом деле этот подкаст где-то даже подсознательно как-то вот... У нас до этого была тема там деньги, там, ну, такие темы, которые мне легко даются, интересны. А тут я такой, блин, там, детей сейчас будем обсуждать. Ну, как-то подсознательно я знал, что здесь я, ну, реально там, у меня нужно много над чем работать. И я сегодня на самом деле просто благодарю за то, что вы изменили мою точку зрения на это все. И особенно вот эта мысль, что благодаря детям я стану личностью, вот это меня теперь реально зажигает. И я нашел ключ теперь к развитию. Потому что до этого вот мы так вы накидывали вот эти все принципы. Я такой, боже мой, да, это реально круто, но еще же работа есть, еще Да, же параллельно всё есть, да. вот это, как все это сделать? А теперь я понимаю, для чего это. Да, ты прав. Я вот оговорку уже вначале сделал. Когда у тебя есть энергия, когда у тебя прет, надо двигаться. Но стараться помнить о том, что, для чего ты это делаешь, куда ты двигаешься. Если ты хочешь свое эго потешить, это тоже нормально. Стать крутым в чем-то, это тоже нормально. Но надо помнить о том, что у тебя есть близкие, и ты знаешь, ты должен взять за них ответственность. Либо честно признаться, да нет, я там, все, я не готов. Я не готов ими заниматься. Надо быть просто честным. И там, знаешь, вот в формате, я сейчас не про Инстаграм, но инстаграмный формат говорят же, да, показывать одну картинку с одной стороны, а по факту с другой стороны там все по-другому, и это очень криво. Немножко быть беременным нельзя. Ты либо беременный, либо не беременный там. Вот, и детьми, ну, если они тебе важны, то надо двигаться в этом направлении. Будем. Да, и когда говорят красивые слова там, про ответственность, там, это я понимаю, что это важно быть ответственным, да, но нужно осознавать для чего. Я благодарю за глубину, за вот эти мысли, за вашу реально мудрость, потому что я вот прям почувствовал, как, ну вот прям это очень-очень действительно прожито на опыте. Поэтому я благодарю. Я думаю, что зрители тоже не дадут соврать, напишут в комментариях свои мысли, ощущения после этого подкаста, потому что это действительно то, что нужно еще раз пересмотреть, проанализировать. И теперь предстоит сделать классную большую работу. Теперь с осознанием зачем, теперь как есть понимание, что нужно делать. Все, еду домой к детям. И я предлагаю, давай вот мы Да. сделаем теперь, я предлагаю, кроме вот тех пунктов дополнить, которые отцы должны дополнить, Да. я предлагаю, чтобы вообще не только отцы, а любой там зритель, Да. и мамы в том числе, они, наверное, самые главные будут зрители в Да. первую очередь, чтобы они рассказали интересные истории трансформации себя как родителя и отцы тоже себя как отца, как они трансформировались, что на них повлияло, как изменения прошли. Я предлагаю сделать, знаешь как,
3 самые интересные истории, которые или будут залайканы, или я не знаю, или там ты выберешь сам, да, а мы по 50 тысяч просто там отправим на Каспий. О, супер, отлично. За 3, кроме еще 3 книг. Офигеть. 3 книги за что-то другое, это за пункты, а за истории давай мы сделаем так, по 50 тысяч, 3 истории из жизни. У нас сегодня двойной интерактив, так что участвуйте, друзья, все, в принципе, тут понятно максимально. Блин, вообще супер. Просто сплошная польза тут. Благодарю вас. Я тебе тоже очень сильно благодарен. Не за то, что пригласил, а вообще за то, что ты делаешь. И не только ты, и Карина делает. Спасибо. Это вызывает большое уважение. И для меня оно не просто так. И почему я пришел? Я вообще не хожу никому, откровенно скажу. Но здесь я посмотрел, чем вы занимаетесь. И для меня как бы я для себя сделал вывод, что надо помочь. То, что, чем ты занимаешься, надо раскрывать. Супер. Спасибо большое.